Это история о взаимодействии человеческого мира и мира животных, о том, как эти двое могут существовать рядом друг с другом, о том, как иногда спасение одного может радикально изменить жизнь другого. Прежде чем мы начнем нашу историю, не забудьте подписаться и активировать колокольчик. А теперь давайте начнем. В 2008 году молодой человек только что окончил университет и стремился получить от жизни как можно больше. Помимо вечеринок и стандартных развлечений, он по-настоящему увлекался путешествиями. Но вместо дорогих курортов он предпочитал путешествовать в одиночку. Ему нравилось наблюдать за повседневной жизнью простых людей из деревни и соприкасаться с дикой природой. Он путешествовал не поездом или самолетом, а на своем дорогом внедорожнике, который подарил ему отец. Как и любой внедорожник с большим количеством лошадиных сил под капотом, его машина просто умоляла, чтобы ее выжили до предела и понеслись по бесконечным дорогам на полной мощности. Однажды он мчался по прямой дороге, окруженной густым лесом. Дорога была пуста, и он наслаждался поездкой и видами из окна. Ни единой души на несколько десятков миль вокруг, только он, дорога, деревья и необъятное небо над головой. Погода была пасмурной, и вот-вот должен был начаться ливень. Парень помчался вперед на полной скорости, под громкую музыку. Когда начался дождь, он только прибавил громкость в своей машине. Дорога была скользкой, но маневренный внедорожник не боялся мокрого асфальта, поэтому чувствовал себя за рулем довольно комфортно. И тут случилось неожиданное. Из леса перед его машиной выскочило рогатое животное, скорее всего, олень, переходивший дорогу, но он не успел его увидеть. Он попытался быстро вывернуть руль, чтобы избежать столкновения, но это было неизбежно. Он максимально вывернул руль в сторону и на полной скорости врезался в дерево. От сильного удара он потерял сознание. Когда он проснулся, то обнаружил, что лежит на чистой кровати в незнакомом месте. Он не знал, где находится, но по обстановке понял, что это не больничная палата, а скорее какой-то дом в деревне. Все убранство дома указывало на то, что они жили здесь долгое время. Там не было никаких излишеств, только необходимые предметы. Там были кровать, стол и плита. Он долго лежал, глядя на занавески на окнах. Когда пожилой мужчина вошел в комнату и увидел, что он пришел в себя, мужчина улыбнулся. Он был рад, что наконец проснулся. Он подошел к парню, спросил, как он себя чувствует, и дал ему немного воды. Затем он спросил, что он помнит об этом несчастном случае. К сожалению, он не мог вспомнить ничего из того, что произошло с ним после удара о дерево, и как он попал в этот дом, он понятия не имел. Мужчина рассказал ему, как это произошло. История его спасения началась за 2 года до того, как он появился в этом месте, еще в 2006 году. Хозяин этого дома, который помог мужчине, оказался лесничим. Он жил там долгое время и знал весь окрестный лес. Однажды, совершая обход, он услышал жалобный рев в кустах. Осторожно раздвинув ветви, он увидел ужасную картину. На пожухлой траве лежало тело медведя. Она была застрелена браконьерами, но сумела уйти от погони. Однако она не смогла оправиться от травмы и в итоге умерла рядом с ней. Маленький медвежонок дрожал, тыкался в мать своей маленькой мордочкой и отчаянно ревел, пытаясь разбудить маму. Увидев человека, медведь спрятался за тело своей матери и просто смотрел на него жалкими глазами. Лесничий жалился над бедным маленьким испуганным зверьком, взял его и привел к себе домой. Он проинструктировал свою жену, как ухаживать за диким зверем, давать ему пищу и воду, а позже они придумают, что с ним делать. Но время шло, медведь рос, а люди так и не придумали, что с ним делать, и он остался жить в доме лесничего и его жены. За 2 года медвежонок вырос до относительно крупных размеров и начал активно защищать свою территорию. Все в округе знали, что вторгнуться на территорию лесничего невозможно, потому что его дом находится под надежной защитой медведя. Медведь был довольно дружелюбен, несмотря на свою грозную внешность, он по-доброму относился к людям, если они приходили с миром. Итак, они не держали его в заперти и даже отпускали гулять в лес. Но медведь всегда возвращался домой, не желая жить один в дикой природе. В тот день, когда наш главный герой попал в аварию на дороге, друг лесничего животное гулял по лесу в поисках лакомства для себя. Когда он услышал резкий и громкий звук удара автомобиля о дерево, ему стало любопытно, что произошло, и он пошел на звук. Увидев лежащего на земле молодого человека, медведь подошел к нему и начал осторожно обнюхивать его. Поняв, что он без сознания и ранен, медведь, по-видимому, решил помочь бедняге. Он осторожно взял его зубами за воротник одежды и медленно потащил к дому лесничего.
Тем временем сам лесничий уже начал немного беспокоиться о своем пушистом друге. Обычно к этому часу он уже возвращался домой со своей прогулки. Он испугался, что с ним что-то случилось в лесу, когда внезапно увидел на горизонте своего питомца. Он двигался не так, как обычно. Присмотревшись повнимательнее, лесничий понял, что медведь тащит в зубах что-то большое. Вероятно, он поймал какое-нибудь животное и теперь тащил свою добычу домой. Он увидел человека и бросился навстречу своему медведю, чтобы посмотреть, что тот несет. Что его удивило, когда он обнаружил человека без сознания во рту своего питомца. Сначала он забеспокоился, что это сделал медведь. Но когда он увидел, что на его теле нет следов от лап или зубов, а есть несколько синяков и царапин, лесничий быстро понял, что попал в автомобильную аварию. Он принес его в дом, вымыл и переодел в чистую и сухую одежду. Он положил его на свою кровать, перевязал его раны и стал ухаживать за ним, как за своим сыном. В течение нескольких дней парень лежал без сознания, и мужчина уже потерял всякую надежду на свое выздоровление, когда внезапно открыл глаза. Лесничий рассказал всю эту невероятную историю. Парень сначала не поверил, что его спас дикий зверь, но лесничий велел ему посмотреть вниз, и он был ошеломлен, увидев рядом с кроватью на полу огромного медведя. Медведь молча лежал на полу, глядя на человека, которого он спас, и дышал так тихо, боясь напугать и без того напуганного человека. Прошло 2 недели, и он быстро поправился и начал выходить на улицу, где его ждал его новый друг животное. Медведь относился к парню так же ласково, как и его хозяин, и даже позволил ему почесать себе живот и уши. Они очень быстро подружились и привязались друг к другу. Когда мужчине пришло время отправляться домой, им потребовалось много времени, чтобы попрощаться. Он ушел, но очень часто возвращался навестить своего спасителя. Это невероятная история о том, как однажды медведь был спасен человек и отплатил другому человеку за доброе дело, которое тот получил. Казалось, он понимал, что лесничий мог бы помочь этому человеку так же, как он когда-то помог ему. Не колеблясь, он потащил потерявшего сознание мужчину к своему хозяину, тем самым дав ему надежду на выживание, так как он когда-то получил эту надежду от этого человека.